Привет, мой дорогой гость! Сколько же мы с тобой не виделись? Каюсь, возможность снять видео иногда у меня была, но психологическое состояние от происходящего просто не давало это сделать. И да, кто еще не видел поста в сообществе, то грядут радикальные изменения. Это мое последнее видео на русском языке, так как я перехожу на украинский. И буду вам щебетати соловьиною. Но не переживайте, о вас я подумала и позабочусь о наличии русских субтитров. Медленно, но уверенно приближаемся к самой игре. Прошлый ивент я проходила с натяжкой, как понимаете, сложно выдавить желание поиграть, сидя под, грубо говоря, обстрелами. В целом и в общем, ивент-пасс мне удалось пройти, в конце видео поделюсь суперовым лайфхаком, только напомните. И наверняка вы уже заметили мой новый патриотический скин и глубоко удивились, пятнышко впервые задонатила? Да. И теперь я не могу спекулировать фразой «я никогда не донатила в игры». Даже такой памятный момент не успела и заснять их. Я сразу, как увидела, не раздумывая, купила костюм, вот только не смейтесь, но сначала я подумала, что это вообще кот. В общем, мне всегда хотелось, чтобы в моих любимых играх что-то такое было связано с моей родиной. Раньше подумала о персонаже с национальной одеждой, но вот случилось как случилось. Затягивать обсуждение не будем, а то новостей куча и полялякать хочется. Итак, о чем видео? Как-то сидела я и раздумывала над тем, что меня волновало в Castle Cats Dungeon Dogs. И меня озарило, почему бы не получить ответы на эти вопросы от самих разработчиков. Поэтому написала небольшой списочек, и мне ответили, раз это видео вышло. Возможно, вы и не задумывались над этими вопросами, но теперь точно будете знать ответ на них. Я спросила разработчиков насчет 5 пунктов, чтобы не создавать прям большущую анкету и повысить шанс на ответ. Так что начнем. Почему, отправляя Николь на квест, где есть 5 самоцветов, последний ивентовый квест, мы получаем удвоенный только 1 вместо теоретических 10, только 6. То же самое с использованием Селестии, там где есть 3 вида ивентовых материалов, удваивается только 1 рандомный. И на этот вопрос я получила такой ответ. Бонусы кошек не действуют ни на какие другие бонусы. Таким образом, если квест с 5 драгоценными камнями был понедельник, то особенность Николь будет смотреть на исходный квест, и к этому будет добавлен бонус квеста за драгоценные камни в понедельник. Селестия работает таким же образом, поэтому если в квесте есть 5 материалов, а затем вы используете усилитель рекламы, чтобы получить 10, особенность Селестии по-прежнему будет смотреть на исходные 5 материалов. Мне кажется, в этом вопросе ответе не поняла ни я, ни меня. Но дублировать вопрос уже 3-й раз не хватает знаний английского, чтобы расписать еще точнее. Да и сам механизм работы навыка описан как-то странно, поскольку получим мы все-таки удвоенные 10 материалов, а не как написано, что особенность берет во внимание исходящий квест. Если вам такое объяснение было понятно, напишите, пожалуйста, разъяснение в комментариях. А мы переходим ко второму вопросу. Почему количество самоцветов за рекламу уменьшилось с 5 до 4? Сначала за рекламу можно было получить только 3 самоцвета, затем мы увеличили их до 5 и решили понизить до 4, потому что добавили самоцветы в другие места, например, Event Pass. Что повлияло на изменение формата квестов? Ведь когда-то количество материалов не зависело от уровня квеста, будь то квест 1 уровня или 10, ты получаешь 14 или 7 ивентовых материалов. Сейчас же на первых уровнях их вовсе нет, а 14 можно получить, проходя только квесты 10 уровня. И я считаю, что это было изменено, чтобы сбалансировать материалы. Трудно сбалансировать игру, чтобы сделать ее не слишком легкой, но и не слишком сложной. Особенно сейчас, когда у Castle Cats уже есть нескольколетняя история, много кошек и большое разнообразие игроков, и то, как долго они играют в игру. Ну и тут добавили, что если есть какие-то предложения или идеи, то неплохо бы было ими поделиться. Будут ли какие-нибудь новые тематические ивенты в будущем? На данный момент не планируется никаких новых ивентов. Я надеюсь, когда-нибудь мы сможем провести еще одну благотворительную акцию. Кстати, мне хотелось бы такой ивент, поскольку когда я начинала играть, это был один из первых, на которых я присутствовала. Примечательно, что я почти ничего с него и не помню, кроме как Коула и Мармелада.
Почему разработчики не предоставили возможность игрокам Dungeon Dogs, подобно тому, как это было в Castle Cats, возможность скрафтить несколько одинаковых легендарных персонажей, например, 2 призмы, а со временем убрать эту функцию по тому же сценарию, как было и в Castle Cats? Я считаю, что это было ограничено балансом игры, поскольку их особенности весьма полезны. Вместо этого мы добавили плюшки, чтобы усложнить игру для более давних игроков. В целом, не знаю, как вы, а я довольна ответами. Хитро, но грамотно, как видим, все делается только во благо. А теперь о лайфхаке, как точно пройти Event Pass. Несмотря на тот факт, что разработчики уменьшили количество ивентовых материалов, необходимых для прохождения Event Pass, такова проблема может наблюдаться, исходя из разных обстоятельств. И тут есть такой простой lazy лайфхак. Представьте такую ситуацию, что вы не играли полмесяца в Castle Cats, но, тем не менее, кое-как достигли последнего уровня Event Pass'а. И не хватает нехило, целых 2000 ивентовых материалов. Времени осталось в обрез, и за 2 дня вряд ли как-то накопишь их. Что же делать? Смотрите, предлагаю такую штучку. Не покупайте золотой билет, вернее золотой пропуск Event Pass'а впритык до окончания ивента. И уж поверьте, на протяжении всего ивента накопить 450 самоцветов более чем возможно. И с большой вероятностью они даже окупятся. Так вот, предположительно, в предпоследние деньки покупаете золотой пропуск и далее следуете такой схеме. Шаг 1. Дожидаемся, когда будет бесплатная коробка. Тратим 15 билетиков для поиска успешного расклада коробки. С большой вероятностью дождетесь кота или собаку, ну или же расклад с большим количеством материалов, что в данном случае приоритетней. Далее шаг 2, самый такой приятный. Тратим накопленные билетики, как правило, минимум 10. Да, к слову, копите билетики, не тратьте их просто так, чтобы в случае котейки в коробке у вас было больше таких вот безболезненных, как я их называю, шансов. Шаг 3. Пользуйтесь багом двойного тэп. Сама я его в большинстве своем использую для материалов Dungeon Dogs и на самоцветы иногда. Вы же распоряжайтесь как хотите. Но серьезно, пользуйтесь лучше ним, нежели перемоткой времени. Это куда более чисто и прозрачно. Я надеюсь, на видео куда более виднее эффективность данного способа. Он сработал на все 110% в Castle Cats, я вышла в большой плюс и также сэкономила на котейке. А в Dungeon Dogs 500 материалов уже смогу кое-как собрать самостоятельно. Билетики лучше приберегу к более нужному времени. Кстати, в Castle Cats самоцветы коплю, чтобы разблокировать мифическую плюшку Николь, если это вообще возможно. Пока что на сегодня все. Надеюсь, увидимся с вами уже в ближайшее время. Пока-пока!